Рада приветствовать всех любителей вязания. Вот этот узор, с моей точки зрения, настоящая находка для тех, кто ищет оригинальную идею для осеннего вязания. Здесь сочетается ажур и жгуты, что очень красиво и выразительно смотрится в изделии, например, как в джемпере, который вы сейчас видите на экране. Вообще, вот сочетание ажура с жгутами, вот эти все изящные изгибы линий, они добавляют изделию легкости и утонченности, при этом не делая изделие слишком сетчатым, дырявчатым, что очень важно для демисезонного вязания. Такой узор идеально подойдет для любых изделий, от легкого джемпера до свитера или же уютного палантина или шали. Также с этим узором можно связать очень красивый комплект шапочка и шарф. Нужно только заменить ажурную дорожку на косу 2 на 2 или же 3 на 3, кому как больше нравится. Для вязания такого узора подойдет любая гладкая, пушистая пряжа, легкая фантазия или же букле с незначительными узелками. Все это будет выглядеть очень гармонично, изящно и эффектно. Вот так узор выглядит при вязании снизу вверх. Как видите, здесь все срезы и нижние, и боковые идут ровные, что не добавляет никаких сложностей, если это плечевое сшивное изделие. Если же вы вяжете этот узор от горловины, он будет выглядеть вот таким образом, уже больше напоминая не листочки с ажуром, а ажурную косу. Изнаночная сторона этого рисунка выглядит вот таким вот образом. Раппорт данного узора составляет 21 петлю в ширину и 12 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, 21 петля, плюс 4 петли симметрии, это ажурная дорожка, и 2 кромочные петли. Итого у меня сейчас на спицах 27 петель. Давайте начнем вязание. Первый ряд. Кромочную я просто переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я меняю расположение петель на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня и петли не получались скрещенными. Провязываю их вот таким образом. Далее накид, 1 изнаночная, 3 лицевые петли, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, 1 лицевая скрещенная. Здесь можно провязывать и обычной лицевой петлей, но там, где жгут, тогда лицевая петля немного будет как бы растянута. Поэтому я провязывала в своем образце, и вместе с вами я буду провязывать эту лицевую петлю скрещенной. Скрещенные петли выглядят очень красиво, когда скрещивание и в лицевых, и в изнаночных рядах, в четных и нечетных, идет в одном направлении. Мне удобнее скрещивать петли влево. Для этого я петлю располагаю на спице классическим способом. Если вы вяжете по кругу или классикой, у вас так она и будет расположена. И за вторую дужку провязываю лицевую скрещиванную. У меня скрещивание идет влево.
Далее 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли наоборот должны быть открыты и вторая дужка смотреть на меня. Опять же по той же причине, чтобы петли не получались скрещенными. Далее еще один накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые петли. На этом я заканчиваю вязание раппорта узора. Вы провязываете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, повторяя с 1 по 21 петлю. Я же заканчиваю ряд петлями симметрии. Это 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 изнаночная петля. Ряд заканчиваю кромочной. У меня это лицевая скрещенная. Я провязала 1 раппорт узора первого ряда. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. Скрещенная лицевая петля, которая провязывалась по лицевой стороне, она провязывается в изнаночных рядах скрещенной изнаночной. Если же вы вяжете по кругу, также все петли провязываете по рисунку. Скрещенную петлю также провязываете скрещенной, накиды лицевыми петлями. Второй ряд я провяжу вместе с вами, я покажу, как я провязываю все петли. Также изнаночную скрещенную покажу. Далее четные ряды я буду пропускать, потому что они вяжутся везде аналогично. Итак, кромочную я переснимаю и начинаю вязать сам раппорт узора. 1 лицевая, накид провязываю изнаночной петлей. Далее у меня идет изнаночная, 1 лицевая, далее изнаночные петли, 3, 4. Накид провязываю изнаночной, далее 1 изнаночная петля, накид изнаночной, 1 лицевая, и вот это у меня идет изнаночная скрещенная. Нить перед работой. Подхватываю я петлю за вторую дужку. Вот таким образом это все выглядит на спицах. Нить перед работой и провязываю изнаночную скрещенную петлю. Далее 1 лицевая, накид провязываю изнаночной петлей, 1 изнаночная, накид изнаночной петлей. Далее у меня идет 4 изнаночные петли, 2, 3, 4. И я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, лицевая, изнаночной провязываю накид, изнаночную петлю изнаночной, лицевую лицевой. Ряд заканчиваю кромочной петлей. У меня это изнаночная скрещенная. Вот таким образом провязываются изнаночные ряды, четные ряды этого узора. Далее третий ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, они провязываются точно так же, как первые 4 петли узора. 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 изнаночная. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Пятый ряд.
Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это идет 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная и ряд заканчиваю кромочной петлей. 7 ряд. Кромочную переснимаю, далее идет 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, далее лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю ажурной дорожкой, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 изнаночная. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 9 ряд. Кромочную переснимаю, далее 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6 и 7. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 7 лицевых петель, 4, 5, 6 и 7. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля и ряд заканчиваю кромочной. 11 последний лицевой ряд данного узора. Кромочную переснимаю, далее 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 1 лицевая. Далее я буду делать перекрещивание 3 на 3 вправо. Для этого у меня нить перед работой. На правую спицу переношу первые 3 петли вот таким образом. Немножечко нить подтягиваю, но не сильно, чтобы провисания не было. Вот где-то такое натяжение, как вы видите у меня. Придерживаю это пальцем и провязываю следующие 3 лицевые петли. Далее за работой на левую спицу переношу 3 первые не провязанные петли. Аккуратно все снимаю и придерживаю большим пальцем провязанные петли, чтобы они не распустились. И переношу их на правую спицу перед работой. Итак, у меня на правой спице провязанные петли. Есть немножечко провисания, которое необходимо, чтобы коса не получалась стянутой. И вот таким образом выполнила перекрещивание. На левой спице не провязанные петли, которые сейчас я провязываю. 2 и 3.
Далее у меня идет 1 изнаночная петля, 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная и выполняю перекрещивание влево. Нить у меня за работой. На правую спицу я переношу первые 3 петли. Немножечко подтягиваю нить, так, чтобы не было провисания, но не сильно стягиваю и придерживаю ее пальцем. Затем провязываю 3 следующие лицевые петли. Далее левой спицей перед работой подхватываю не провязанные 3 петли. Провязанные придерживаю пальцем и все 6 петель спускаю со спицы. Далее за работой на правую спицу я поднимаю уже провязанные 3 петли. И вот таким образом у меня получается перекрещивание. Теперь провязываю те петли, которые не были у меня провязаны. И 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная и кромочная петля. После того, как будет провязан 12 ряд, нужно повторять узор с 1 по 12 ряд на ту высоту, которая нужна для вашего изделия. И вот такой оригинальный и, как вы увидели, совсем несложный узор получается. Всем хорошего дня и до встречи на канале!